Куда я ехал, куда я пришел. Ночь, дождь, я еще ничего не пойму. Цветочки, это хорошо. Мы заходим на территорию пиявок. Но я не ожидал, что будет прям вот так. А я ее не придавил, а теперь я ее не вижу. А тут банда сидит. Трекинг начинался не очень. Уже передыхи каждые 5 минут делаю, не помогает. Да тут прям дождь. Бамбараканда! С моего последнего похода прошло много времени, 1,5 месяца. И если честно, я конкретно засиделся на побережье. Хотелось снова сходить в горную местность Шри-Ланки, насладиться прохладными вечерами и видами горной местности. И я поехал. Двигаясь по уже знакомому мне маршруту, выйдя рано утром, я сел в автобус на Акурессу и поехал из Велигамы в Акурессу, а затем в Динияю. Динияя, я? В этот раз автобусы меня подхватывали очень быстро. Порой даже ждать не приходилось. Но в Динияе я все же задержался. Там по-другому не получается. Следующий автобус ходит нечасто. Так, я, получается, снова в Динияе. Еду я тем же маршрутом. Получается, также Велигама, Акуресса, Динияя. Только теперь мне нужно уже ехать в Ратнапуру. Тут уже длинный кусок, пешком не пройти, поэтому я здесь сижу, жду автобус. Уже его жду сколько? Час. Вот. И где-то минут через 30 он должен приехать. Говорят, что едет 5 часов. Расстояние всего 100 километров, но там серпантины, и говорит, будет ехать очень долго. Лучше типа выбирай дорогу другую. Ну типа крюком сделай, будет быстрее. Ну я не знаю насчет крюков, это будет по-любому пересадки, это нужно понимать маршрут. Ну короче такое. Тут я у него уточнил, вроде бы как едет тем же маршрутом, как я наметил. То есть это я опять поеду мимо вот этого имения Хэс, куда я дальше раньше шел. Потом я поеду дальше вверх по серпантину, там через Рахвану и в Палмадуле мне выпрыгивать и дальше пересаживаться на другой. Вот, ну, в общем, сейчас еще есть полчаса, наверное, пойду какой-нибудь пирожок съем. Вот, что-нибудь, чайку бы выпить. Потому что сон вырубает страшно, я с утра рано встал и прям в автобусе ушатывает. Вот, но надо как-то за дорогой сечь, чтобы тебя в другую сторону не увезли, как в прошлый раз. Ну, в общем, ждем автобус. Взял чайку, пока есть еще 20 минут. Немножко чайку попить. А то спать хочется прям совсем. А впереди еще 5 часов. Надо будет в другом кафе взять пирожков себе немножко. Здесь они просто готовят такие полноценные завтраки, обеды. Вот. А мне без пирожков бы, рюкзак бы кинуть бы, чтобы лежали они. И поеду. Дальше я опять ехал знакомой мне дорогой. В прошлый раз я ее проходил пешком. Дорога узкая, и когда я шел пешком, это еще не сильно ощущалось. Но двигаясь на автобусе, ярко видно, как на этой дороге трудно разъехаться не то что 2 автобусам. Мы с тук-туком пару раз не могли разъехаться. Скоро мы проехали мимо самой горы Гангале, так ее называют местные, на которую я поднимался. А вот и табличка Hess Estate, от которой я тропами пошел наверх в гору. В автобусе я сразу увидел, что у кондуктора с водителем на этом маршруте работа не только людей перевозить, но еще забирать и доставлять почту в поселках. Они постоянно принимали, передавали какие-то пакеты, посылки и почтовые мешки. И вот тут я поймал себя на мысли, что сколько я не бродил по маленьким селениям Шри-Ланки, у меня так и не сложилось впечатление брошенных мест. В каждую маленькую деревеньку кто-то приезжает, что-то дозавозит.
или рядом проезжающие машины что-то закидывают в эти деревухи. Почти в каждом месте можно найти хоть один маленький, бедный до ассортимента, но магазинчик с чем-то необходимым. Дальнейшая дорога до Палмидулы была действительно очень извилистая, с местами ремонта и даже лесоповала. Путь был действительно долгим. Мы ехали 4 часа с небольшим. Но было интересно, и проехать этим маршрутом хотя бы один раз точно стоит. Приехал в Палмадула, город Палмадула, да. Вот. Но это еще не все. Мне еще надо дальше, километров 60. Я теперь ловлю автобус на Бадула-Бас. Но это далеко опять. Самая дальняя точка. Тут, короче, система обратная от автостопа. Нужно называть всегда дальнюю точку, чтобы местные понимали, куда тебе нужно. Потому что если ты называешь свою маленькую деревушку, то они могут ее не знать и не врубают вообще, вот, куда тебе нужно. Поэтому называешь самую дальнюю точку по этому направлению, какую-нибудь крупную, и они тогда сразу тебя определяют. А в автостопе, наоборот, нужно называть максимально ближнюю. Там называть самую дальнюю точку не работает. Поэтому примерно так. Ну, ждем, ловим, не знаю. Мне 60 километров примерно или 50 осталось. Все, я приехал в деревню, наверное, уже Калупахана или Калупа, я не знаю, короче, как она правильно. Все, я приехал. Последний автобус был прям вообще жесткий, такая давка, такая толкучка. Они там еще потом под конец начали что-то на кондуктора наезжать, там сдачу кому-то не отдать. Все прям передо мной, ну, короче, звездец. Вот, но я приехал, все, теперь дальше уже только пешком. Вот, хотел, правда, еще в кафе перекусить, но вот оно, мое кафе. Вот, поэтому сейчас пройдусь тут за угол, может, это продовольственный магаз работает, и все, и нафиг. Приехав в Калупахану, я планировал встать на ночевку в начале тропы. Но тут у меня дела пошли неважно. Во-первых, как только я приехал, сразу начался сильный дождь. Солнца уже не было и окончательно стемнело буквально за полчаса. Место ночевки, которое я приметил на карте, оказалось непригодным для кемпинга, и мне пришлось искать другое. С фонарем, обмотавшись тентом, ходить искать новое место для ночевки. Нормально так повеселился, но сейчас расскажу все по порядку. Так, ну вроде утро наступило. Надо выползать. Так, ну что, утро началось. Вот кто-то уже стреляет. В общем, вчера не стал снимать. Вчера я потерпел очередное фиаско. Получается, что я приехал сюда к лесу поздно. И где-то я приехал 5:30, по-моему, или в 5. Ну, в общем, это такое время, когда еще полчаса и все, свет выключается, ты уже ничего не видишь. Вдобавок ко всему этому я приехал в дождь.
Начался дождь как раз к моему приезду. И он поливал еще, наверное, часа 2. В итоге я, получается, планировал выехать, ну, выгрузиться с автобуса и пробежать тут примерно там буквально километра 3. По карте были уже кемпинги. Ну, такое, площадки. И можно было уже тормозиться на парковку. Но, получается, я пришел поздно. Ну, вернее, когда я вышел с автобуса, еще вот только темнело. Я думал, ну, сейчас пробегу и успею. И получается, как обычно. Ты за вот это короткое время ничего не успеваешь. Лес совершенно не такой, каком ты себе его представлял. Тут он сразу начинается от дороги. Вот такой. Сплошные кусты и крутые склоны. И, ну, в общем, просто так кемпинг не найти. В итоге, получается, я решил идти дальше. Вот, достал тент, замотался в тент. Дождь идет, темно, вообще ничего не видно. Вот, меня подобрал тут местный, который катается между отелями, что-то такое. Подвозит то дрова, то генераторы. Давай, говорит, я тебя куда-нибудь сейчас заселим. Поехали мы с ним до отельчика, до которого он вез генератор. Вот. Ну, мужик сказал, говорит, я не против, но у меня отель занят. Я говорю, мне 2 дерева, я гамак тента расстелю, и все. Походили в отель, у него деревьев таких нет. Вот. Потом спустились мы чуть ниже, обратно уже он поехал. Водитель этот поехал обратно, он генератор там отвез и обратно в деревню возвращался. Вот. По пути там был небольшой трейлер-парк. Ну, в общем, там стоят 2 или 3 трейлера. Вот. И типа, давай у них. Ну, я, короче, выбежал быстренько. На открытом месте деревьев не было. Ну, там полянка такая расчищенная. И на открытом месте деревьев нет. Есть деревья только как-нибудь вот так вот в кустах опять там. В итоге я ему говорю, все, оставляй здесь. Мы там доехали до просто обочина, где паркуются машины, которые сюда приезжают с туристами. Вот, я говорю, выгружай меня здесь, я на этой парковке что-нибудь себе придумаю. Он такой, точно? Я говорю, точно, все, только говорю, оставь меня. Я уже сам быстрее разберусь, чем вот это возить, искать. На этой парковке походил, места поискал. Нифига нет. В итоге я обратно спустился еще километра на 3 к дороге, к основной. Там лес немного пореже. И вот я там нашел, ну, такой редкий лес. Там небольшие там поросли папоротника, не больше. Вот, где можно повесить гамак, тент, чтобы видеть, что у тебя там под ногами. Опять же, на склоне. Пришлось туда корячиться. Я там весь, у меня все падало. Я весь в грязи. Вот. Не успел приехать, уже, короче, проблемы какие-то начались. А сразу активизировалась местная проблема в виде пиявок. Просто я про них читал, смотрел, вот, думал, готовился, но я не ожидал, что будет прям вот так. Вот, мы когда ехали с мужичком на его бусике, вот по этой дорожке, вот так вот с кустов, с мокрых, мне просто, ну, у меня окно открыто было, и веточки по машине бьют, и в салон, бывает, залетают. Я просто еду и не пойму, у меня по шее ползет. На шее пиявка, там на руке пиявка. Я их поскидывал быстренько, пока не успели прицепиться. Вот. И потом я уже спокойно себя чувствовать не мог, потому что, ну, пипец, я еще в машине еду, а уже пиявок нацеплял. Вот. Ну и потом, когда я лагерь, ну, когда вот еще ходил, искал, на футболке еще 2 пиявки снял. Хорошо они на футболку зацепились. До тела не дошли. Они прям в футболку вгрызлись. А, тут домик с песиком, который на меня... Это ты на меня вчера, да? Ага. Ну все. Ну все. Ну чё? Ай.
Ну все, кыш. Вредный лохматый. Вчера на меня гавкал. Ночь, дождь, я еще ничего не пойму тут. Ничего не видно. С фонарем с этим бегал. Вот, искал. И уже все, я такой весь на панике, пиявке. Я уже не стал ничего там, ни видео записывать. Настроения не было вообще никакого. Перекусил, получается, по-легкому. И лег спать. Опять же думал, лягу, усну. Там пока в спальнике вертелся, что-то там в телефоне будильник ставил такое, сеть выключал. И случайно посветил себе на спальник и увидал здоровенное пятно крови. И я такой не понял, откуда, думаю, кровь. Откуда с меня натекло, вроде не резался ничего. Вот, потом смотрю, у меня на тенте кровь прям каплями висит. Да что такое, не пойму. Я давай разглядывать, где это. И получается, я не заметил одну пиявку. И она меня укусила прям в локоть. Прям вот сюда в локоть. Она уже висела, она уже вгрызлась, она уже там крови напускала, кровь вокруг нее. Пипец, я ее снял. И давай вот это из спальника вылез. Кровь не останавливается. Я еще где-то целый час лазил, там пытался кровь остановить с болячки. Да, трекинг начинался не очень. Ну а сегодня встал в 6. Время сейчас не посмотрел. Но я думаю, уже, наверное, ближе к 7. Я медленно вставал. Куда я ехал, куда я пришел, это тропа туристическая. Она длиной примерно, может быть, километров 20. Находится она между деревнями Калупахара и Охия. То есть начинается в Калупахаре, где я приехал. И финиш этой тропы высоко в поселке Охия. Ну, как финиш тропы, там просто дальше идет дорожка горная. Вот, так-то, в принципе, можно еще дальше идти. Но, по сути, уже, наверное, интересно не будет. Хотя там уже, наверное, другие маршруты тоже что-то есть. Но они никак не отмечены, ничего там понятно неизвестно. Этот маршрут есть, он на карте есть. Ну, это все будет горная тропа, такая, все обзорная, виды. Она называется «Ступени дьявола». Ну, в общем, вот я по этому маршруту собрался пройти. Начинается с водопада Бамбараканда. Вот, сейчас я на него схожу, посмотрю, похожу немножко, пойду по дорожке вверх дальше. Потому что там дорога вверху, она опять примыкает к его верхней части. И получается, я по обычной дороге дойду до верхушки водопада и посмотрим на него сверху. Начинается трекинг непросто. Долго я ехал на автобусе, я всем так и говорил. Они тут местными ходили: что ты, откуда ты, тебе помощь нужна, там, не знаю, что-нибудь такое. Я говорю: да у меня все есть, просто я приехал поздно. Я вот все время планирую, хочу, чтобы у меня ночевки начинались нормально. И каждый раз у меня ночевка начинается в какой-то панике, в какой-то спешке. То есть я постоянно не успеваю по свету найти место. С трекингом у меня еще все еще проблемы. В общем, идем уже в поход. Люди прям совсем в простеньких домиках живут. Вот. Такая уже предгорная деревенька, она уже здесь, получается, заканчивается. Ай. Магазинчик тут даже еще есть. Вот, они мне говорили про какой-то магазик. Водичка, сухарики. Это, в принципе, у меня уже есть. Это водопад Бамбараканда. Самый большой водопад на Шри-Ланке. Не знаю, там как он в мире, но на Шри-Ланке больше его нет. Это самый большой. Вот тут, получается, с основной дороги идем на тропу к водопаду. По карте указано, что тут
Вход платный. Ну все закрыто. Так. И по-хорошему цветочки это хорошо. Но мы заходим на территорию пиявок. Я пока по бетончику постараюсь идти, чтобы не зацепить кусты. Но это все равно не дает никаких гарантий. Сразу проверяем. Ничего вроде нет. Там. Бамбараканда. Waterfall. Сразу мостик. И вот так вот переход через русло водопада. Мы еще идем дальше. Шум здесь, конечно, знатный. Я вчера думал, он меня довез практически до самого водопада. Мы вот когда с мужичком катались, я уже практически здесь был. Вот здесь скала. С нее прям течет. Вот, и я думал, хорошо, что он меня довез, да, меньше идти. Я думал, спрыгну здесь где-нибудь и зацеплюсь. И в итоге я подумал, что в таком шуме я нифига спать не смогу. И поэтому пришлось уйти пешком обратно. Сейчас тропа должна повернуть и как раз на водопад. Вон он уже, красавчик. Ну и вот о чем я говорил до этого. Если бы я проскакал сюда хотя бы еще по сумеркам, хотя бы я видел тропу и понимал бы, что сюда можно прийти. Посмотрите, какое замечательное место. Хвоя, чистенько, иголочки. Здесь бы на деревьях развеситься было. Спал бы как дома. Но из-за того, что темно, ничего не понятно. Все, лес вот он такой. Что на машине, что пешком. Все одно. Стемнело, тормозись. О, я уже почти пришел. Так, наверное, что-то тут у нас национальная дикая природа Шри-Ланки. Да. А тут опять туалетик. Я на входе на тропу проходил мимо туалета. Тут опять. Смотрите, сервис какой. А тут с фотоаппаратом особо не посидишь. Ага. Лавочки. Ого. Метет прям туман. Да тут прям дождь. Так, мне надо вещи на это складывать. Промочится моментально все. Так. Хотел вещи оставить, но фотоаппарат в частности отдельно. А тут банда сидит. Вон он их уже сколько тут. 5 вижу. Так, надо фотик спрятать. Так, ну мы... Пиши. К водопаду пришли. Оп. У-ху-ху-ху. Прям душик хороший. Офигеть. Вот это ветер от него тянет. Просто кепка.
Как парус наполняется. Вот это мощь. Не, холодноватый он все-таки, чтобы купаться. Что-то желания нету. Ха-ха. Прикольно. Так. Пойдем на другую точку. Да. Нормально. Нормально. Блин, класс. Мощнейшая история. 263 метра высота. С такой высоты он падает. 263. Не знаю, мне почему-то по ощущениям кажется, что чуть меньше. Я бы 150 метров дал. Но там, наверное, еще невидимая часть. Он же еще поднимается там, чуть выше. Ну и может здесь. Не, ну по идее должна быть вот эта низшая точка. Ну, в общем, по официальным данным 263 высота. А по рейтингу высот он 299 в мире. Вот такой водопад Бамбараканда. О, освежает, конечно, освежает. Такой туман. И бежит он дальше. Что мы видим здесь? Ой, какие лучи. Класс. Класс. Ну, он еще прям круто вниз идет. Ну, ладно. Что есть, то есть. Ленточки туристические. Похоже, их продавали. Одинаковые прям. Да, наверное, где-то продавались тут. Наверное, на входе. Ну и камень мощный. На него, наверное, не залезть. Его не обойдешь. Да. Валун прям кусок скалы. Серьезно. А обезьяныши поскакали дальше. Вот у них сразу маршрут только начинается. Там были мусорки, тут были мусорки. В целом, ну, стараются ребята. Но мартышки абсолютно никого не слушают. Они выворачивают все мусорки напрочь. Куда она убежала уже? Где-то тут скакала. Ну, короче, вот с такими друзьями чистоты не будет. Хотя местные вот все, мусорки ставят, стараются. Ну и в целом на маршрутике я вот пока иду по дороге, более-менее чисто. Там на водопаде тоже стоит урна, а рядом прям накидано мусора. И я думаю, скорее всего, это обезьяны достают из бака и потом с ветки кидают обратно, когда все перешарят. И создают вот такой мусор. Вот оно. Как минимум здесь можно было спокойно дождь пересиживать. Я мимо этого места вчера проехал и прошел. Ну вот от дороги. Тут жертвенный алтарь стоит. И за ним вот такой вот навес хороший был. Ну это вот все к чему, что ночью в лесу без толку что-то искать. Ну вон он, Бамбараканда. А я уже поднимаюсь дальше. Здесь вот где-то тут
Мы вчера привезли генератор с водителем, который меня подвозил. И потом развернулись. Вот дальше я еще не ходил. Ну, тропа пока что такая. Был асфальтик, бетон. Сейчас вот плиточка. Она в грунтовку перейдет. Вот только не знаю, как быстро. Уже почти на его уровень поднялся. Я уже прошел километра 3, наверное. Может, больше, примерно так. И все еще иду по плиточке. И обочины здесь пострижены. Здорово вообще. Я уже где-то в полукилометре от вершины водопада. Сейчас я туда дойду. И там устрою себе привал, завтрак. Вроде бы как даже там можно поплавать где-то. В общем, идем. Ну вот, я прошел практически до вершины самого водопада. И вот только здесь закончилась бетонка. Она там сначала плитка была, потом бетоночки немного. И только тут вот пошла грунтовочка. Ух ты, как тут дорога пробита. Интересно. Так, шум воды. Это уже хорошо. Значит, я почти пришел. Теперь надо будет найти, где к ней подход. Вон тут круто идет. Я думал, смогу до того обрыва дойти. А он здесь уже в лесной чаще идет под уклон. Значит, скорее всего, где-нибудь возле дороги. В лучшем случае. Так, я дошел. А он тут вообще течет через дорогу. Вот оно как. Здесь он течет через дорогу. Люди чилят. А есть еще мостик. Да? Да. О. Капец, он шатается. Нифига себе. А, он из рельс сделан. Ого. Вот она вода. Вот она вода. Вот оно все. Так, а мне бы где-нибудь тогда бы прибомбиться. Ай! Так, здесь, здесь сыро. Здесь сыро. Окей, надо вот тут скидываться. Что-то вещи. Вот она, зараза. Только я разулся, разделся, походил тут. На. Уже на меня прыгнул. И опять ползет. Чуть, зараза. Блин, плохо я ее не придавил. А теперь я ее не вижу. И зараза, она же будет где-то теперь ползать тут. Личас. Или как их там. А у меня тут шмотки лежат. Пес, ты пиявок не боишься? Видимо, не боишься. О, маманя. Как твои дела тут? Как твои дела тут? Неплохо, да, твои дела? Неплохо, неплохо. Видно, не страдаешь. Шерстка на месте, да?
Жестко на месте, уже неплохо. Не богато, конечно, да? Ребрышки торчат. Ну ладно. Да. Мгм. Я понял, почему водопад называется именно так. Потому что все, когда поднимаются, делают вот так. Бамбараканда! А течение сильное, и здесь глубина, она прям вот туда вниз тебя тянет. Ну не вниз, но вот прям, я чувствую, плывешь, прям тянет туда. Вот такая бараканда. Не, ну классно. Вода очень холодная. Вода прям ледяная. Ну, горная получается. Фу. Ну, уже лучше. Я, получается, от своего кемпинга до вот этого места прошел 5 километров, наверное. Ну, с учетом того, что я еще на тот, ну, на нижнюю часть водопада ходил. Вот, получается, 5 километров. Сейчас 10 утра. Это сколько? Ну, часа 2, может, хожу. Сейчас, наверное, перекушу хорошенько. Нормально. Вот. Ну, может, еще разок занырну и двину дальше. Вот она, дрянь, меня укусила. И кровь теперь будет течь. Упадаешься ее останавливать. И это я еще ее вовремя снял. А вчера я, получается, конкретно ее прозевал. Она вот у меня на локте. Непонятно, я грязью так замазывал, что не смывается. И вчерашняя долго, видимо, провисела, она прям успела напиться, успела расковырять, и прям кровью пипец было. Зашли чуть за угол, а тут виды. О, ой-ой-ой. А? Угу. Ranga Lanka ella, yeah. Ага. Wangadigale, okay. One. Are Ага. itu Wangadigale. Omo. Okay. Mountain. Yeah. Mereka Langa L. Mhm. Langa Lanka. itu memang bilang palada. Ah, train, road here. Okay. Oh kira. Watermelon, lokan. Itthariki nalla kalam vandirukku. А это водопад Ланкаэла. Вот он таким ручьем бежит. И внизу потом будет водопадом. Вот уже потихонечку все выше и выше. Там вон еще что-то течет. Водопадов море. Ай! Ай! Здесь туристов много ездит. Дядька меня повел с основной дороги. А, ну срезка. Срезка между плантациями.
И сейчас мы, получается, бусика опять обгоним. Вот он опять едет. А мы тут просто все тропой прошли. Тут немножко видов в эту сторону. Вот он опять. Ай. Тут прям тропы такие популярные. Шли по дороге и опять сейчас по срезочке. Бамс. Окей. Thank you. I'm from Russia. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Фу. Крутоватые тропы. Ну вот, европейцы ходят здесь. Местные европейцы. Вот они по Шри-Ланке прям интересно гоняют. Получается, мы вот эту петельку срезали. Виды, конечно. Виды, да. Небольшой храм наверху. И опять получается какая-то деревушка. Hi. О. Так, давайте зайдем. Раз приглашают. Hi. Hi. Hello. Oh, little bit. Hi. Hi. Магазинчик. Нормально магазинчик, если что, водички взять. У меня есть, мне не надо. Хорошо, такая деревуха. Все, дядька, видимо, тут живет. Пришел домой. Да-ди-да-дай-да. Да-ди-да-дай-да. Опять крыши. Так, еще один водопадик. Но мне до него не добраться. К нему не подойти никак. А я бы уже хотел сейчас тормознуться и немножечко полежать, поохлаждаться. Что-то я устал. Уже передыхи каждые 5 минут делаю. Не помогает. Сил нету. С большим рюкзаком совсем не весело идти. А еще я подумал, что, наверное, сегодня на вот эти дьявольские ступени не пойду. Мне до них осталось тут несколько километров. Вот. Но, наверное, на них лучше сегодня не подниматься. Потому что после обеда традиционно на Шри-Ланке туманность. Туманность или дождь, еще что-нибудь. И какой смысл? Прийти сюда, подняться сюда и с высоты смотреть на туманность. Вот я думаю, наверное, стоит лучше на сегодня уже тут выбраться где-нибудь место и тормознуться.
Хэпотел дивизион. Здесь, получается, я поднялся на верхнюю точку этих гор. Да? Здесь вот такой пролом между скалами. И я, получается, перейду на другую сторону, что ли? Как это? Как это все? Высота, наверное, уже 1002 есть. Сейчас надо посмотреть. Уже я высоковато. Ребятки тут на мопедах опять вот проезжали мимо меня. Ага. И дорога вниз. Непонятно. Как-то не очень понятно. Я полежал с полчасика прям на асфальте уже, просто ноги никуда не идут. Оказывается, по карте я прям нахожусь на смотровой точке Devil Staircase. Вот. Но тут как-то все подзаросшее. Я не могу понять, что тут смотровая и куда тут смотровая. Вот. До 2000 по высоте я пока не дотянул. Я сейчас на высоте 1800. В смысле, место красивое, а там, как я по ланкийскому сайту смотрел, то ли фактура такая у гор, что похоже было как на большие шаги или большие ступени, которые мог оставить не иначе, как дьявол. Но я единственное, что вижу извилистую серпантинную дорожку, которая в принципе может выглядеть как ступени. Но я даже не знаю. А так красиво, конечно. Красиво. Тут вот скальничек висит. Но что-то я не впечатлен. Именно что тут за Devil Staircase. Вот они виды. Виды шикарные. Там что-то то ли телефонная вышка, то ли что. Какие-то здоровые строения. Надо посмотреть сейчас будет. В бинокль. Получается, вот здесь вот у нас еще течет ручей водопад. За горой, получается, я не вижу, тут чайная фабрика. И за чайной фабрикой у меня по маршруту был серпантин вверх. Я так подозреваю, я прям вот на него сейчас смотрю. То есть вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот. И по этому серпантину я перевалю за гору. И окажусь, ну и перейду на дорогу в Охия. Ойхя. Ойя. Каждый по-своему их называет опять. Вот. Но я, наверное, думаю, лучше я пойду туда завтра. Сзади меня осталась тут небольшая тупиковая тропка. Она тупиковая, но она идет на верхушку вот этой горы. Там как раз водопад, все такое. И она не длинная. Я думаю, пройти ее, подняться, там уже заночую. А завтрашнего дня здесь мне до этого серпантина там полкилометра. Вот, а завтра по серпантину подымусь, пойду. У меня как раз будет день нормально на все это. А дальше к вечеру посмотрим. Я на сегодня, похоже, уже отходился. Поэтому вот тут тупиковую тропку, она будет не длинная. Ну, наверное, будет крутовато. Ну, думаю, все, что я сегодня осилю. И все, и харай. И отдыхать. Тропка выглядит вот так. Ну, это лучшая сторона. Чуть ниже вообще прям травой подзарастала. Но, тем не менее, здесь, похоже, раньше был асфальт. Значит, наверху что-то было значимое. Может, мне вообще шуганут оттуда. Тропа хоть и тупиковая по карте, но не безжизненная. Тут ни одна тропа просто так не делается. Видимо. Здесь какое-то пока что брошенное здание, развалившееся. А там живые. Да? Или брошенные.
Вот, пойдем посмотрим. Ну, здесь вот плантации. И внизу плантации. Значит, тут кто-то что-то будет делать. Значит, тут кто-то живет. Дошел я до конца дороги. Ч-ч-ч. Ч-ч-ч. А тут, в общем, плантации финальные. И это... люди выращивают лук. Пес, ну что ты такой злой, а? Ну что ты? Мы ж с тобой поговорили, с хозяином поговорили. Ой, брехун, ой, брехун. В общем, дорога тупиковая. Здесь люди живут, работают. Живут они там в хибарках. Вот. Не получилось. Я думал, тут, конечно, тупичок какой-нибудь такой. На живописном месте. Но нет. Тупик упирается в плантации. Где и маленький храм. Совсем маленький, совсем скромный. Я поначалу думал заброшенный. Такой. Просто комнатка. А тут вообще, наверное, чего? О, банка выпала. Да, тут просто склад небольшой. Все, остановлюсь на ночь здесь. Здесь какое-то болотистое такое озеро. Ну, вернее, такая качкарник какой-то, заболоченный. Если неуверенно наступишь, то намочишь кроссовок. Вот. И возле него такой лес. Вполне хороший лес. Есть где гамачок повесить, тент повесить и переночевать. Так, 200 метров сейчас. Давай до падика, я в него залезу. Ополоснусь и вообще буду чувствовать себя замечательно. Так, ну кемпинг у меня стоит. Моя барахлишка лежит. Вот. Собрал всю еду в мешочек. И пойду сейчас под вот то красивое дерево ужинать. Все, перекус. Даже не по темному. Я сегодня вообще молодец. Все вовремя.